Друзья, вы смотрите мой контент «Секрет рулетки Сердце Лайв». Если и дальше будете продолжать смотреть, узнаете все секреты рулетки. Не забудьте пересмотреть и более ранние практические занятия. А сегодня в 24-й практике расскажу о новой скорости шарика. Скорость диска будем рассматривать позже. Где наш волшебный лоток? Вот он, вот они, красавцы. Досмотрите 24-ю практику до конца. 24-я практика. Работаем. Спин, закрытая рука. Важно, точка вбрасывания шарика скрыта. Начальная скорость шарика 1100 км в час. Условная единица. Номер 20. Начальная скорость была 1100 км в час. Я играл точную ставку, удваивал номер 24. Сегодня 24 числа. Шарик остановился в номере 20. У меня сыграл сосед 33. А в поле я сыграл черные номера. Ну, 33 стоит, так чуть-чуть не докатился. Это очень хороший результат. Спин, открытая рука. Важно определить точку вбрасывания шарика. Начальная скорость шарика 1100 км в час. Условная единица. Номер 8. Опять же, начальная скорость была 1100 км в час. Я сыграл опять точную ставку, повторил именно на удвоение 24. Шарик остановился в номере 8. У меня сыграл сосед 10. И здесь 4 фишки. В поле я ближе поставил вот именно где-то, ну видите, да? Ближе туда к единичке, но мало ли выкатится на повтор. Но тем не менее, это выигрышная ставка. Спин, закрытая рука. Важно, точка вбрасывания шарика скрыта. Начальная скорость шарика 1500 км в час. Условная единица. Номер 20. Докатился. Опять же, я поставил точечную ставку, удваивал номер 24, но скорость уже была белая, стрелка белый шарик, 1500 км в час. Вы могли ее, как говорится, не обратить внимания, вращение было очень быстрым у шарика. Что у нас получилось? У нас сыграл сосед 33. Здесь 6 фишек, а в поле я сыграл именно в районе 10-15 номеров. Здесь сыграла замечательно. The velocity of the ball is calculated precisely just 1 second after the dealer initiates the throw, ensuring accuracy in its measurement. Продолжим. Спин, открытая рука. Начальная скорость шарика 1301 км в час. Условная единица.
Номер 34. Начальная скорость была 1301 км в час. Я показал белой стрелкой на красный шарик. Я играл Альфа-Лайн со стороны 34. И у меня выпал номер 34. Точная ставка, удвоение номера 34. И я поставил неделимые номера именно в этом же районе. Все сыграло. Не забудьте дать чаевые дилеры. Это очень хороший результат. Спин. Закрытая рука. Начальная скорость шарика 1301 км в час. Условная единица. Номер 1. Начальная скорость была 1301 км в час. Это опять же белая стрелка, красный шарик. Я сыграл не точечную ставку. Вот в районе Альфа-Лайнса, ну, со стороны 14. Обратите внимание на такую ставку. Я поставил чуть-чуть ширее, скажем так. 33-22. Ну, вот эти два, как скажем, дубликата. Очень удобно ставить. Но в поле у нас не достает номер 14, я отдельно поставил в 14, чтобы уравнять шансы этой ставки. И в принципе, и вроде мы захватываем чуть-чуть больше на случай отскока именно этого участка. И тем не менее, все сыграло замечательно. Здесь 4 фишки. Ну что, запомните, иногда это полезно так поставить, как страховка. Именно со стороны Альфа-Лайнса номера 14. Просто отдельно в 14 ставьте и все. Спин. Открытая рука. Важно определить точку вбрасывания шарика. Начальная скорость шарика 1301 км в час. Условная единица. Номер 6. Опять же, начальная скорость была 1301 км в час. Я поставил уже 3 соседа в зоне 6, но поставил именно, смотрите как, 34, 4, 11. То есть я закрыл 15 номеров в поле одним движением. У меня сыграл сосед 34. Ну что, замечательно. Все сыграло, так и так. Ну, иногда частенько они любят играть Альфа-Лайнс на Альфа-Лайнс. Я это вам и продемонстрировал. Спин. Закрытая рука. Важно. Точка вбрасывания шарика скрыта. Начальная скорость шарика 1100 км в час. Условная единица. Номер 11. Итак, начальная скорость была 1100 км в час. Я поставил 3 соседа, 10, 36, 1. Я хотел вернуться в районе
номера 2410. Но обратите внимание, я поставил в поле 34-17-6 и 13-27-36. То есть я посмотрел по скорости диска и шарика и понимал, что он может немножко уйти туда дальше, к номеру 6. Кстати, то и он и сделал. Он прямо упал где-то в районе шестерки, но потом пожалел, наверное, меня шарик. Хотя это был бы возврат ставки при всех случаях. И вернулся именно в зону 10-36-1. У меня сыграл сосед 36. И это лучшая ставка. Здесь 4 фишки. А здесь по 3. Ну что, замечательно. Спин, открытая рука. Важно определить точку вбрасывания шарика. Начальная скорость шарика 1100 км в час. Условная единица. Номер 30. Ну, меня немножко смутил сам вариант выхода шарика, поэтому я не стал рисковать, а просто поставил TR и подстраховал отскок на туда дальше, в районе 14. И поэтому у меня все получилось. Во-первых, сыграл TR, здесь достаточно. И в поле я поставил именно неделимые номера ближе сюда вот к 30-23. Все получилось замечательно. Все скорости шарика, их очень много, определяем только на первой секунде от броска. Продолжим. Спин, закрытая рука. Важно, точка вбрасывания шарика скрыта. Начальная скорость шарика 551 км в час. Условная единица. Номер 24. Три фишки. Это короткий спин. Напоминаю, что скорость 551 км в час – это короткий спин. Я показал темная стрелка на зеленый шарик, поставил 3 соседа в зоне 10, 36-1. У меня сыграл золотой сосед. 3 фишки, потому что 24 ближе именно к этому соседу. И в поле я поставил 23-24, но я понимал, что где-то туда он падает. Конечно, это тоже, как бы скажем, удача, но тем не менее, здесь 3 фишки, здесь 3 фишки. Ну что, дайте ЧВ дилеру. Спин, открытая рука. Важно определить точку вбрасывания шарика. Начальная скорость шарика 1301 км в час. Условная единица. Номер 29. Начальная скорость была 1301 км в час. Белая стрелка, красный шарик. Я поставил 3 соседа 0, 21, 28. У меня сыграла бронза. Потому что номер 29 ближе к 28, а 28 это бронза. И здесь 3 фишки. А в поле я поставила одним движением зону 0, 21, 28. И она у меня тоже сыграла. Отлично.
Спин, закрытая рука. Начальная скорость шарика 1301 километр в час. Условная единица. Номер 16. Начальная скорость была 1301 км в час. Я поставил зону 11,534. Ну, если вы обратили внимание, я даже немножко постраховал в районе 21. Почему? Потому что я думал, что он все-таки уйдет туда. Он, кстати, туда и ушел, но ударился в ребро и вернулся именно в сектор зоны 11. Всегда обращайте внимание, если есть такая возможность и есть такое желание, а лучше это желание в себе воспитать, как ложится шарик. Вы как бы будете, ну, хотя бы оправдывать, что шарик лег логично или лег нелогично. И тем не менее, номер 16, сосед 5. Это лучшая ставка, потому что здесь 4 соседа сыграло замечательно. Друзья, на этом мы закончим 24-ю практику. Но, как я и обещал в самом начале, сегодня я вам покажу новую скорость. Где наш лоточек? А он уже здесь. Внимание, ответственный момент. Новая скорость. О ней еще мы никогда не говорили. И сегодня я покажу вам эту новую скорость. Достаю из лотка. Внимание. И смотрите, что я вытащил. Белый шарик. А у нас уже есть белый шарик. Вы скажете, ну, Search Live что-то напутал. Нет, друзья, ничего я не напутал. Я контролирую ситуацию. Итак, новая скорость. Новая скорость. И это белый шарик. А что это за скорость? Я вам расскажу в следующей практике, в 25-й. Я желаю вам всего хорошего, успехов в игре, здоровья. Спасибо, что мы были вместе, и до новых встреч.